Доброго времени суток всем! Вы на канале Дача Лайф. И сегодня на повестке дня у нас вот такой интересный проект, как очистка от ржавчины при помощи золы. Вот, видите, у нас есть такой ржавый топор. Не знаю почему, но все, кто хотят что-то очистить от ржавчины, почему-то всегда используют топор. И мне тоже в хозяйстве есть такой ржавый топор. И вот, есть вот целый у нас вот тут такая вот огромное количество золы, с помощью которой я и буду чистить этот топор от ржавчины. Поэтому, кому интересно, смотрим дальше, досмотрим до конца, подписываемся. За топор отдельный лайк, потому что не отошел от традиции. Итак, поехали. Вот у нас есть ведро. Такое же, в общем-то, скажем, ржавое, как этот топор. Насыпаем в него золы. Так. Не будем жадничать. 2 кружки насыпем. Заливаем это все водой. Неважно. Зола просеянная. Кому интересно, можете профильтровать. Я не буду. Смысла нету никакого. От этого качества, говорится, никакое не улучшится нашей работы. Берем какую-то мешалку. Начинаем это все хорошо размешивать до получения однородного раствора. Берем наш любимый топор. Что мы с ним делаем? Стальную проволочку обматываем. И суть в чем? Нам надо подвесить его на ту же палочку, что мешали. Она у нас ток не проводит. Я думаю, мы его даже полностью не будем подвешивать. Суть в чем? Он у нас не должен касаться дна. Да? И будем его таким способом очищать. Все, топор находится в растворе нашей золы. И теперь что нам надо? Нам надо электричество. Вот такой у нас есть древний блок питания. Использовался для зарядки аккумуляторов. Вот мы, плюсик. Плюсик у нас как раз таки туда. Плюсик мы будем приматывать. Вот примотаем к ручке. Все равно всего касается. А минусик примотаем непосредственно к нашему топору. Все. Что нам остается? Остается нам все это включить в сеть, нажать на кнопочку, ну и будем ждать какое-то время. Реакция пошла. Вот у нас видно, какая идет бурная реакция. Электричество работает. Поэтому понаблюдаем, подождем какое-то время. Видите, что часть топора я специально оставил наверху, чтобы посмотреть, какая разница будет, где обработано, где не обработано. Ждем и возвращаемся. Ну вот, у нас прошел примерно час. Видим, реакция идет, все бурлит. Ржавчина у нас активно выходит на поверхность. Сейчас мы извлечем его из этого раствора, протрем тряпочкой и покажем вам, что получилось. Для начала хотел его вымыть, но для чистоты эксперимента просто как есть, так есть. Итак, достаем. Итак, дорогие друзья, вот что мы имеем в результате. В общем-то, видно все на лицо. То есть, вот, до сюда был погружен топор. Да? Вот, видно полоса. Да? Здесь ржавчины практически нет. Но вот здесь немножко осталось. Видимо, была очень-очень такая серьезная. Да?
Ну, если дольше продлить, то и она упадет. Видно, что у нас появился металлический цвет. Полностью ржавчина ушла. Да? То есть фактически уже топор практически от ржавчины очищен. Если бы времени прошло больше, он бы очистил полностью. Можно, конечно, было концентрацию немножко увеличить. Ну, в общем-то, суть в чем, что как бы использование золы себя оправдывает. Прежде всего оправдывает в каком плане? Что нам вообще ничего не надо покупать. То есть люди чистят солью, соду. Ну, вообще это все как бы солью лучше посолить огурцы, а соду лучше пустить в пирожки. Или в блины там, или еще куда-то там. Или почистить на крайняк газовую плиту. А здесь мы абсолютно бесплатно спички взяли залу, засыпали в воду, произвели электролиз, очистили какой-то предмет от ржавчины и раствор вылили спокойно на огород куда-нибудь под какой-нибудь персик, под какую-нибудь косточковую культуру, все. И при этом еще им пользу принесли, потому что раствор уже насытился и железом, и микроэлементами, и будет не просто расщелачивание почвы, а еще и внесение ценных удобрений. Поэтому бесплатно абсолютно мы почистили ржавчину в какой-то мере, как смогли. Потом дочистим. Да? Ну, как говорится, способ имеет место быть. Не забываем, кому интересно было, подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Комментарии все ценю, абсолютно все будем обсуждать. Все очень интересно. Подписываемся, ставим лайки. До новых встреч на нашем канале.